Привет, друзья! Итак, это проект под названием «Ремонт можно только начать», в котором мы собираемся провернуть это самое утверждение. А вот и мой друг Алексей! Йоу! J'entends mon cœur qui bat. Au rythme de ses pas. Джентльменский набор, ведро, штукатурка и звукоизоляция. Блин. Интересно, есть такие на Алиэкспрессе такие? Да, должно быть. Как Привет, такие? дети! Я уж Япония. Как поживаете? Итак, на студии уже въебано где-то 4 косаря. Вроде бы и немного, но если вы что-нибудь задонатите, это было бы неплохо. Но это, конечно, по желанию. Вы мои хорошие. Короче, второй день, пока мы фигачим студию. Один из не очень хороших моментов, конечно, в том, что у нас все вещи хранятся прямо здесь, поэтому мы их таскаем из угла в угол. Вот второй день. Мы собираемся делать вот эту стену. И теперь нужно перенести все в другой конец комнаты, чтобы это дело не засралось, и освободить пространство под это дело. Я думаю, с кем. Да с кем я еще могу? Мы звукоизолируем стены. То есть сейчас стены непрочные, соответственно, мы не можем нормально оградить окружающих от своей деятельности, потому что в этих стенах просто обычный утеплитель. Поэтому мы закупили изоляцию. Уже второй мешок уйдет на эту стену. И, собственно, все. То есть мы меняем изоляцию, зашиваем стену, разбираем стену, зашиваем изоляцию внутрь. И потом, может быть, еще их там покроем чем-нибудь. Посмотрим. Расскажу об очень важном моменте, когда вы пытаетесь срывать гипрочные стены. Во-первых, они все равно пылят. Пусть не так сильно, как, не знаю, когда вы разводите какие-нибудь сыпучие смеси, типа штукатурки или шпаклевки. Но, тем не менее, пылится все очень хорошо. Поэтому всегда лучше закрыть вещи, которые находятся в помещении, которые вы не хотите, чтобы испачкались. Что мы пока еще не сделали, но сейчас сделаем. И во-вторых, обязательно использовать закрытую одежду, с длинными рукавами, перчатки, маску, респиратор, очки. Все это очень пригодится, потому что иначе вы будете чихать, чесаться и так далее. В общем, половину всего того, что мы не сделали, вам лучше использовать. Да, учитесь на наших ошибках. Дальше, если вы работаете с каменной ватой, она хоть и не такая страшная, как стекловата, но она все равно колется. Поэтому, опять же, одежда с длинными рукавами вам очень подойдет. Ну и с длинными штанинами. Не вздумайте делать это в шортах. Эта херня в прошлый раз, в первый день, упала мне на шею. Короче, просто, типа, мы ее запихивали на стену, и она просто свалилась. Я
она была не закреплена, упала мне на шею. У меня шея чесалась 2 дня после этого. Ну, типа, она колола, короче, там все эти волокна остались. Хотя я, наверное, 3 раза помылся после этого. Хер там, короче, это не помогло никак. Так что всегда будьте аккуратны. Открой рот. Открой рот. Открой. Ой. Друзья, мы сломали еще один кусок стены. На этот раз не очень аккуратно, еще более неаккуратно. Мы решили, что проще купить новый гипрок и типа с ним работать, потому что реально зашивать обратно куски, вот как у нас получилось в первый день, это геморройно, они все равно сыпятся, они не целые, с ними больше работы по штукатурке. Поэтому, ну его нахрен, типа, просто замерим, сколько нам надо гипрока. Если нам не хватит того, что у нас уже есть, типа у Лехи на работе, мы просто закупим недостающее. По идее, не очень дорого. Вот это настоящая звукоизоляция, детки. Каменная вата. Укладываем вот сюда. Все это дело будет классно. Та-дам! Готово! Мы сделали это. Теперь нужно это все дело будет зашить тем, что осталось от гипрока, а потом довести то, что еще не довезено. Мусора строительного было просто море. What do you think the rock's gonna do? Huh? I don't know. It doesn't matter what you're thinking. Cause the rock is the most electrifying man in the WWE history. Can you smell what the rock is cooking? И небольшое дополнение к тому, что вы уже увидели, так как мне необходимо вам рассказать еще о том, как мы работали с проводкой. Дело в том, что в нашей комнате было заведено 2 провода, которые были подключены к 2 рубильникам, и один из них был оголен, просто пучок оголенных проводов торчал. Поэтому всегда, когда будете предпринимать подобного рода ремонтные работы, обязательно обесточивайте помещение, обязательно проверяйте, какой рубильник какую линию обесточивает, и, собственно, всегда имейте под рукой как минимум тестировочную отвертку. Не знаю, как точно называется, к сожалению, я не специалист. Вот. Но, тем не менее, в общем, прикол в том, что этот самый оголенный провод, пока мы пытались его заизолировать по-нормальному, 2 раза вырубил у нас рубильник на этаже. Внимательно, конечно же, нужно относиться к тому, когда вы, например, как мы, будете, например, снимать гипрок, потому что у нас провод по стене шел довольно-таки своеобразно, то есть он шел, по сути, частично за листом гипрока и частично шел прямо через него, он был просто вмурован в стену с помощью огромного количества штукатурки. И, собственно, отчасти, конечно, было такой болью это все дело разбирать, пылить, и всегда нужно быть внимательным, особенно если вы не обесточили помещение и начали подобного рода работы. Внимательно следите, чтобы не повредить провод, не закоротить его, в общем-то, лишний раз не испортить себе жизнь в дальнейшем. Но в целом проводка у нас была достаточно адекватная, за исключением того факта, что розетки и освещение на данный момент подключены к одной линии, к одному рубильнику, по сути, и мы не можем, например, оставить освещение и при этом отключить розетки, или наоборот.
Вот, наверное, и будет смысл иметь это все дело поправить по-нормальному, раз уж у нас все равно 2 линии заведено в помещении. Если вы сомневаетесь, нужен ремонт или нет, не делайте его. Я не знаю. Спасибо за просмотр. Не делайте ремонт никогда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в социальных сетях. Пошли мыть бороды. Пошли мыть бороды. Что я сейчас сказал?